А. Нет логина. Мне нужен какой-нибудь оверлей стрима. Не рад, блин. Я только сейчас понял, что я не смогу пить свой чай. Тем не менее. Вот у меня. Я весь интернет жру в доме. У меня сообщение не отправляется. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Кто здесь есть, кого здесь нет. Просто интересно. Мне нужно моя фирменная игра. У нас на канале не писано. Окей. Оба. Оба. Да. Я это потом беру. Нужно перестать хранить что-то в этих контейнерах. Сметем пока что всю сторону. Как и все мои остальные проблемы в жизни.
А, у меня было исключено. Окей. Значит, мне нужно только... Окей, последний глоточек чая. Нет, я хочу еще чая. Итак, мои превосходные локоны. Всем здрасте, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем играть в Геншин Импакт. Как всегда. Сейчас у меня пальцы чешутся. Молчать, Хутао. Все-таки. Оказывается, мне нужно было выполнить только один квест, чтобы добраться до Фонтейна. Я этому очень рад. Потому что иначе бы я сегодня бы не вышел в эфир. Что бы еще с собой взять? Почему бы... Кого бы еще? Возьму Саю чисто. Чисто для перемещения. У меня нету с этой стороны много света. Хотя у меня там лампы. Да, с этой. Поэтому, как бы, прошу прощения. У меня с этой стороны вот эта штука, но она, видимо, слишком сзади. Если я поставлю ее вот сюда, прям на мой телефон. Нет, секунду. Вот так вот. Вроде рукам не особо мешает. Ну, света побольше. Пардоньте мне мою ужасную вебку. Вот так вот. И чат перемещу вот сюда. Хотя нет, пускай. Пускай будет здесь. Так, ладно, мне в другую сторону. Мне зачем-то нужно в караван ребят. Зачем? Не знаю. У меня, кстати, есть чай. Но, как вы видите, пить я его не могу. Я не буду этого делать. А, секунду. Почему Геншин Импакт в самом конце? Вот так, теперь-то лучше. Мне придется слушать Паймон. Кстати, пока я не начал. Я
В последнем квесте нам разработчики так тонко намекнули, что всем, кому не нравится Паймон, могут перестать играть в игру, простыми словами. Потому что, капец, в старом ОБСе можно же было их просто так притаскивать. Сейчас нельзя. Загрузки. Вот это, по-моему. Потому что это такое? Что это такое? Вот это вот. Вот эта часть. Вот что. Я вот по ней не скучал. Как так? В любом случае. В любом случае. Мое разочарование неизмеримо, и мой день испорчен. Но... Боже мой. Мои уши. Не обращайте внимания на вот эту часть. Вы не видите, но я под маской очень больно улыбаюсь. Ладно. Не хочу читать глазами. Это же работать еще нужно. Этот шарф на моей голове не делает мою работу легче. Почему мы все еще в Сумеру? Но покуда мы здесь, сложно предсказать, что может случиться. Ребята, отпустите меня в Фонтейн. А мне кажется, что причина в ней, да. Если бы не пойму. Ладно. С этой точки зрения это не так. Но с моей персональной это абсолютно так. И никак иначе. Я забыл про этот голос. Жизнь была настолько... Ладно. Look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Как там эта гифка называлась? Техья 6R5. Почему это VBP файл брал? Я просто хочу гифку. GIF. GIF. Вау. Вау. Нет, не так, не в так. Изображение, надеюсь, это считается как изображение. В любом случае.
I just finished a commission in the desert. That's when I saw you two all the way over there. Вау. Chatting away. Это еще Huh? кто? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Я не понимаю ее удивления. Bumping into you like this will become a rarity. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? Thanks, but no need. Да. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontейn is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Oh, wait a sec. Paimon just remembered there's... I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. Ламент. О чем этот разговор? Я не... By the way, should we go say bye to Nahida? Oh! Then, I guess this is goodbye for now, Traveler and Paimon. Ага. Goodbye, dear. Побыстрее. Хороший регион. Пожалуйста. Прошу, пустите меня в Фонтейн. Как тот чел на гифке. Пустите меня! Пустите! Куда меня телепортирует? А, вот прям так? Секунду. Порт Ромарин. Так, ладно. Итак, все те 0 людей, что находятся в моем чате. Как прошел ваш день? Зацените мою кружку. На ДР подарили. Это не единственное. Коврик. Мне давно надо его почистить. Зачем я мучаюсь? Итак, в лифт. Вот так даже, окей. Ну. Капец. Кстати, не знаю, заметно ли это на стриме, но шум воды уменьшается. Я, кстати, не рассматривал статую гидрофонта. Это что-то похоже на типа весы. Ну ладно. На нижний? А, ну да, мне нужно вниз. То есть я могу... Ладно. Секунду. Нет, все нормально. Все звезды остались наверху. Лол. Так, ладно.
Вы в зоне цели. Окей. After crossing all that sand and water, we finally made it. Oh, this must be Fontaine's port. Да, порт, в который никто не приходит, потому что все корабли стоят на месте. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Ну... Для них это может быть и невероятные машины, но для меня это просто современность. Тут все просто выглядит гораздо комфортнее на глаз современному человеку, чем весь остальной Тиват. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Например, с гидроархонтом. Когда это было легко? Только в этом. Ладно, это было легко в Лиге и в Манштате. То есть в 50% случаев встретиться с архонтом было несложно. Но здесь я сомневаюсь. Сомневаюсь. Good idea. Nahida gave us loads of... Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah. Ура, мы ищем сестру, вау. So, what do you think the Hydro Archon's like? Я знаю, какой будет характер у гидроархонта, но я не знаю, какой именно он будет. Я сижу довольно низко, чтобы... Потому что у меня нету руки, которая будет держать микрофон возле источника звука из моего тела. Поэтому мне приходится вот так вот сидеть. Весьма необычная личность, надеюсь. Я слышал, что характер у гидроархонта довольно такой. Люди разделились. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Я не думаю, что это хорошая идея. Ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. Я уже говорил на вчерашнем стриме, но NPC в Фонтейне, неиграбельные персонажи, нипы, если вы пожелаете, выглядят очень хорошо. Кстати, я пересмотрел прошлый стрим, было довольно громко. Секунду. Мне нужно сделать это потише чуть-чуть. Да, потому что музыка немножко громковатая. Окей. Тут дизайны гораздо интереснее визуально, чем во всех остальных странах. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Excuse me. Can I help you too? I couldn't help but notice you standing here listening. А? Давно она там стоит? Давно она там стоит? Когда увидел другу в магазине. Я хочу чая. Я не знал, что правило так делает.
в любом случае, меня все равно никто не смотрит. Да уж, умник. Как ты собирался пропустить диалог, когда у тебя Геншин свернутый? Anyway. Больше такого не повторится. Упс. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Глаза маска лезет. Да, ну как бы, как и говорили, в Фонтейне даже судебные дела рассматриваются как развлечение. Really? Like a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior Что motives. за навбед? Почему тут написано навбед? Что такое навбед? Это реальное слово вообще? Навбед. Навбед было титул командующего Сасанидским флотом. О, Сасанид. Боже мой. Короче, это не важно. Это не важно. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Для страны справедливости такой менталитет довольно опасный. То есть, ну, не важно, если он реально был виновен или нет. Важно, что было интересно смотреть, как это выясняли. Вау. Alright. Okay. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. То есть судебный процесс — это своего рода опера. Shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette. Нувелет. То есть Нёвелет. Как вы... Как можно было не Невелет, Нёвелет? Это Ньювелет. Там ее нет. Локализаторам опять дали 2 часа на локализацию самого главного квеста полугодия. As well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Судебное устройство. Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Попасть в передрягу с законом. Вот что нужно сделать. Тогда точно получится. Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion.
I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No, Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. Окей. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Я слышал, что она очень харизматична. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Маскот. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Что? Что случилось с текстуркой, ребят? Она в 100 метрах от меня. Ну, камон, можно было и прогрузить. Давайте будем серьезными. Любят, но не почитают. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Куда он смотрит? Could have a look around the city in the meantime. Куда он смотрит? Hey! What are you looking over there for? Там девушка долго стоит совсем одна. Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Линет, не делай необдуманных вещей. Не делай глупостей. О, отпусти меня. Спасибо. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Что? Какое море? No, people call the waters around Fontaine a sea. О, It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. ну, я тоже об этом And though I думал. can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. А, да. То есть, получается, Фонтейн подняли недавно? He would skip and jump, tossing sand, but now the water. Короче, я понял. I don't believe we've Oh, had the pleasure Lini. of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Oh, allow me to introduce myself. I'm Lini, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. Они все сказали. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was
to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. С тобой слово вставить не успеешь, потому что ты крадешь все мои реплики. So that's how you think it is? Да. Заткнись, пожалуйста. Типа, на. У меня есть гифка, которую я поставлю в правый нижний угол. И это даже в папку с элементами моего стрима добавлю. Потому что она там... она будет постоянным гостем. Так, ладно, это я оставлю. Вот так вот. Ой, сколько мне нужно поставить обводку, чтобы ее было видно, да. $20 это максимум. Ладно, пойдет. I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. Я хочу еще раз проверить громкость. Па-па-па-па-па. Окей. Я окей. So, what did Lynette mean just now when she said that Когда the меня water отпустят в is настройки, engulfing your я... memories, and that it won't be long before it engulfs you too. сделаю голоса погромче, а музыку потише. Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontейн for some time now. Кстати, блин. Я едва достал до крутилок моего микрофона. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontейн now. А что происходит в Фонтейне? Where to begin? Погружаетесь под воду? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Здравствуй, Лини. And hello, Paimon. Окей. Мне
Мне показалось, что он делал со своими руками кое-что, что нельзя показывать на ютубе. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontейn when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro-Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. У меня отпускают настройки. Come on. А, то вот так? Нет, секунду. Звук, голос Paimon coming in. громче, Paimon музыка coming in. тише. Is this level okay? Can you hear Paimon? Paimon coming in. Paimon coming in. Is this level okay? Can you hear Paimon? Paimon coming in. Paimon Заткнись! Is this level okay? Can you hear Paimon? Обращайтесь к правому нижнему углу. Каждый раз, когда Пойман говорит. Это мое состояние. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Электрокодис... все равно. Француженка Кудисара уже. So, she's the Hydro-Archon? But how did she know we were looking for her? А, My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Я не кручу архонтов. Я не кручу архонтов. У меня никогда не будет ни одного архонта помимо царицы. Это мой жизненный принцип. Мне не важно, как хорошо она выглядит. Просто нужно было прояснить это самому себе. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion, who have journeyed here from distant lands. Что она имеет в виду? Что это такое? Почему это происходит? Мне бы поднять чем-нибудь свой монитор. Нет, к сожалению, нет стерки, поэтому подложу флешку. Наверняка это сработает. Вот так-то лучше. Is she talking about us? А о ком же еще? Похоже, бокалов ни у кого здесь нет. I've long heard of the turmoil Что? and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Значит, те разговоры в Сумеру были не просто так. Что я слышу? Окей. Мне не нравится ее взгляд. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner.
Пока что могу сказать, что она мне нравится. Мой тип персонажей. I, Fosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Найти Архонта было достаточно легко. Да. Paimon still can't believe Что it. ж, Feels я like думал, it's это будет been here for сложнее. a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. Окей. Окей. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything Понятно. about you. Whoa. Talk about sounding high and mighty. Любит подчеркивать свой статус Архонта. Почему бы и нет? Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Нет, мне все нравится. Пожалуйста, хватит. Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to Светловолосый personally see them. путешественник. Oh, I bet this is gonna be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. Она все слышит. My dear believers, Ну, and хотя spectators alike tend to get quite я не rowdy. удивлен. And despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between Дуэль. myself and this traveler from another Окей. land, just as you were hoping to see. Дуэль. Мне дадут подраться? Fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Дуэль с божеством кое-какой опыт имеется. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Что я могу сказать? Видимо, это был блеф. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled. Понятно. And a Это mere один из duel тех will not персонажей. slake their thirst for excitement. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then
then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Секунду. В чем я был неправ? В чем я был неправ? Это было ожидаемо. Даже несмотря на то, что я ни слухом, ни духом о том, что будет происходить в этом квесте дальше. Но отсылка на Эйс Аторни была полностью обоснована, как мы видим сейчас. Что ж. Ну давай. All right. Now that'll be worth seeing. Right. This is Fontейn, after all. With such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Заткнись, Паймон. Besides, how Ты не exactly знаешь, о do you чем plan to говоришь. duel in court? You mean you're going to put us on trial? Не совершили никаких преступлений. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Очевидно. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Она про Паймон. Янфэй. Если она появится, это будет потрясающе. Если нет, упущенная возможность. Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun, but if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. А вот это мы уже будем разбирать в суде. И содрем с Гидроархонта денег за ложное обвинение, а также понизим ее политический статус. Если иск исходит прямиком от нее, именем закона, именем Гидроархонта. Как бы, ладно, я не знаю, о чем говорю. Я не юрист. Забейте. You tell her, Linny. Finally, someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Это одна из тех шуток, которые он скажет. Но вот еще один закон, который они нарушают. Great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da! Что?
Теперь она типа считается воздушным шариком? What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? Лини похлопал Паймон по спине. А, вот что он делал. Окей. Да, он хлопал ее по спине, ребят. Очевидно, о чем вы подумали? Да, я помню, это произошло 5 минут назад. Ну, камон. Бро, у нее спина не там. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Чё? Вы сейчас seriously? Это самое тупое, что я когда-либо читал в своей жизни. А? Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Huh? I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Я окружен шизоидами. Что происходит? Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Окей. Performance? You see all this as a performance? Бро, может стриминг не для меня. Как мне это комментировать? Что мне говорить? Как мне это вообще классифицировать? Я не могу. In which case, consider the matter of your trial resolved. But when there are valid grounds, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the... Окей. Я хочу закончить стрим и пойти играть в Elden Ring. Ребята, что это такое? Один диалог отнял у меня всю мысленную энергию. And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. We never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Отпустите меня. Пощадите. Спасибо за помощь. А, так он нам помогал? Окей. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? Окей, да, вижу. Я понимаю. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Действительно ли она поступает разумно? Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know of... Да, It'll actually be да. my first time performing on the most prestigious stage in Fontain, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House, and speaking of... My brother's always excited to... Oh, sure. We don't really have anything to do now. Splendid. In that case, why don't we... You really mean it? This is a magical item known as a magic pocket. Окей. Huh? What are they going to use
for? About that. I'm not Okay, sure let's exactly see. when it began, but Okay. it says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Okay. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Okay. Ладно. Ладно. That sounds pretty gloomy. Okay. Why are people in Fontaine born with sin? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. Секунда. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Она поглощает наши воспоминания, вскоре поглотит и нас. Что ж. There we go. Okay. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Да. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Нет ли способа предотвратить катастрофу? Perhaps only absolute power could ever contend with such a Абсолютная сила. But who knows? Что We're это just tiny значит? specks in the grand scheme of things. Бро, что значит абсолютная сила? Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Окей. Уважаемые, если честно, я устал. Я не знаю, как люди проходят это. Я не знаю. Что мне... Я пойду смотреть мастер-классы, как проходить сюжетку Фонтейна. Типа, я буду смотреть стримеров и смотреть, какие комментарии они отвешивают. Потому что мне нечего сказать. Я пропустил 2 комментария в чате. Учитывая, как часто я смотрю на этот экран, это удивительно. В любом случае, если кто-то все еще здесь, здравствуйте. Стример дурак чат не читает. Это да. Они все были 8 минут назад. Нет! О, боже мой. Нет, мне не жарко.
В любом случае. Упс, не то. Вот. Я наигрался на сегодня в Геншин Импакт. Ой, ужас какой. Ладушки. Все-таки. Пока что сюжетка Фонтейна по качеству чуть выше, я бы сказал, Сумеру, но примерно такая же, как и все остальные регионы. Но то, что я провел час в этом порту, это ужас, это преступление. Эти диалоги шли. Начало диалога в Фонтейне было на 18-й минуте. Подожди. Нет, минус 18. Теперь это вообще минус... Минус 45. 45 минут. Без шуток. 45 минут мы стояли в этом порту. И шли разговоры о очень маленькой субстанции вещей. Типа... Материала было покрыто не очень много. Ну, как всегда, стандарт. Но тем не менее, ладно. Пока что интересно. Нас по судам не затаскали. Пока что. Это, скорее всего, в скором времени исправится. Мы как раз дальше по сюжету должны пойти в этот оперный театр Эпиклес, или как он там называется. Но пока на этом я попрощаюсь. Я не знаю, стоит ли мне стримить Геншин дальше. Честно, потому что я не знаю, что мне говорить. Что-то громко-то. Я не знаю, о чем говорить во время этих диалогов. Конечно, я могу раз в 10 реплик отпустить какое-нибудь замечание. Но вот так. Кто знает, может, это не для меня. Ладно, всем пришедшим спасибо, что приходили. Всем не пришедшим спасибо, что не приходили. С вами был я, НеБыстрый, и Геншин Импакт. Обновление 4.0. Всем спасибо за просмотр. До свидания.